Гутен Таг или Гутен Морген, в зависимости от твоего времени суток, любитель старых добрых игровых хитов и забагованных моментов. Сейчас для тебя вещает человек, чье имя не произнести ни на одном из языков мира, ибо является оно аббревиатурой к чему-то гипервеликому. И сегодня я предлагаю тебе погрузиться в мир, порожденный после соития французского багета и немецким танком Panzerwaffen Far Cry 1. Когда разговор касается Far Cry, все рожденные после нулевых думают об аванпостах, слонах, вышках, кооперативе и шестой части. Однако, серия началась максимально удаленно от современных представлений о Far Cry. Ведь и раньше, еще тогда, в начале нулевых, это был лишенный нормального стелса, забагованный и с сюжетом взятый под копирку от лучших продюсеров Голливуда шутан. Однако игру нельзя назвать совсем отреченной от мира людей на данный момент, ибо графика и механика игры позволяет любого игрока всосать в себя и не отпускать до тех пор, пока ты не пройдешь эту жесть, где сложно будет на любом уровне сложности. Встречает нас этот блокбастер видеорядом, который раньше, еще в мои 7 лет, не поддавался логическому осмыслению, а сейчас, в мои 24 года, он не поддается логическому осмыслению. Однако, пересмотрев вступительный ролик ровно 2954 раза, я вкурил тему повествования и расскажу вкратце. Мы Джек Карвер, один из лучших спецназовцев, находящихся на пенсии, и мы любим зарабатывать перевозками всяких сомнительных людей на своей яхте. В одной из таких вылазок мы привозим журналистку по имени Валерий Константин куда-то на острова под Южно-Сахалинском, где она очень хочет пофотографировать брачные игры бурых медведей и японских макак. Но служба безопасности Дальнего Востока не приемлет создание сей-контента на территории планеты Земля и решает сбить нахрен нашу яхту при помощи Женевской конвенции. Дальнейшее происходящее все-таки совсем, даже после пересмотра в 2955 раз, не поддается логическому объяснению. Какие-то воды, монстры, какие-то люди с автоматами стреляют то в воду, то в джунгли, то в монстров, то в пустоту. Бах-бах, пиф-паф! И граната отрезает нам путь откуда-то в никуда. Однако, уже начавши игру, мы понимаем, что оказались стандартные квартиры хрущевки после вписки где-то под Норильском. И вот, наконец-то игра начинает учить нас играть. Как ходить, как лежать и сидеть, как осмотреться вокруг или прыгать. Вы сможете найти ответы на эти очень жизненные вопросы в игре «Большая разница». Плавно и незатейливо, в течение 57 секунд, игра знакомит нас с двумя ключевыми персонажами. Неким парнем с перекачанной бицухой в шляпе. Слышь, тупица! Смотри, тупица! Тупица! Придурка в красной гавайской рубахе! Тупица! Смотри в оба! Тупица! Есть, сэр! Тупица! Однако о нем позже. И Дойлом, каким-то убер-крутым техническим спецом, который знает все о вас и местности, в которую вы попали. Наш парень в красной рубашке бывалый спец во всех направлениях и, вооружившись пистолетиком, идет крошить все и вся, по пути впитывая сюжет происходящего. Боже мой, давайте остановимся на этом моменте и посмотрим, какая в игре красивая графика. Мой старенький Pentium 3 с видеокартой в 128 мегабайт не мог в 2004 передать все расписные красоты этого мира, и как же здесь сладко все выглядит. Однако, порасозерцавшись, обращается внимание на то, что врагов в игре будет до хрена. И по канонам позапрошлого десятилетия сражаться мы будем в одиночку, без всяких там псов и напарников. На архипелаге место действия куча всяких наемников, занимающихся сомнительной деятельностью, которые все поголовно будут нашими врагами. В одном я скажу точно, все они 50 на 50. Либо тупые забагованные нубы, или не поддающиеся разумному объяснению читеры, которые периодически будут то смотреть в стену, или даже прямо вам в глаза, потому что не могут вас найти, или будут ваншотить с километра или через стену, как будто в их коде прописаны последние версии АИМ. Взявши в руки бинокль с встроенным датчиком движения, голоса и звуком фотоаппарата и подслушав разговор очередного солдата с клоуном в шляпе, мы узнаем, что он у них самый главный. Супер-убер крутой солдат по имени Кроу, который будет драть вам задницу при помощи своих марионеток на протяжении всей игры. К чему же и мы будем стремиться? Дабы и на каждого дерущего задницу должен найтись дерущий задницу в ответ. И вот мы вливаемся в этот мир технически непростых баталий между кривонастроенным управлением для игрока и тупящего или хитрящего искусственного интеллекта. Ту самую девку, которая нас и купила в свое журналистическое путешествие, предположительно держат на заброшенном авианосце, куда и будем держать свой незатейливый путь.
Внутри этого заросшего мхом вонючего корабля постепенно развиваем боязнь замкнутых пространств и социопатию. Ведь у каждого угла нас ждет очередной залутанный профи-игрок в DayZ, который таки хочет сделать нам глаз на жопу натяну! Самой Валерии на корабле не оказалось, и на одном из этажей поржавевшего пространства знакомимся по трансляции из Инстаграма, идущей на телефоне Мейзу последней версии, с неким доктором Кригером, который зачем-то выбрал себе этот архипелаг и хочет здесь каких-то темных муток. Теще это страшно. Как и я понимал свекровь. Вот я понимаю, что ей тоже было тяжело с матерью мужа. Ну и поэтому жить раздельно всем. Из-за этого все проблемы. То есть на расстоянии родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру, то дурдом. Это Россия! После обставленной в рамках лучшей традиции голливудских экстрим-баталий в битве с наемниками летим на лодке куда-то в неизвестность, где игра нас еще мало знакомит с сюжетом, однако приятно удивляет наличием увлекательных схваток и захватывающий дух взрывных моментов. Как и подобает всей даже современной игровой индустрии, поездки на кривейших хаммерах и полеты как птицы где-то за полями стратосферы в игре прилагаются. И вот наконец, под самый конец 4-го уровня, мы встречаемся с хиленьким на вид и не внушающим особого доверия Дойлом. Вижу, ты Джек. Откуда ты знаешь? Как именно он смог передвигаться на лодке в районе, где каждый квадратный метр, вооруженный до зубов убер-враг, остается загадкой, которую нам еще не поясняют. Он заливает, что Вэл находится на другой стороне острова, и нам нужно пройти через какой-то комплекс, где что-то исследует, и предупреждает, что если мы наткнемся на кого-то выглядящего опасным, он в самом деле опасен. Ну, хитер бобер, возможно, но это не точно, хотя и вполне поддается логическому объяснению, конечно, вряд ли. Однако все же может быть. Наверное. Спустя где-то еще 30 поверженных моральному унижению профессиональных солдат с зарплатой чуть выше регионального МРОТа, игра нас начинает постепенно перенастраивать на другой, более хорроровый и депрессивно-психозный настрой, ведь нам показывают монстра. В непонятках бегаем в недрах разума типичного заблудшего по жизни моралофага и попадаем в лабораторный комплекс. Оказывается, тот самый седовласый дед заделал на островах лаборатории, в которых ставят эксперименты над бедными животными, чтобы, видимо, наверное, сделать дорогую бесплатную рабочую силу. Правда, игра нам не поясняет сей действительный план, обезумевший от игры в Roblox деда, поэтому мысль про создание суперсолдат на продажу остается лишь моей личной догадкой. Пострелявши жадных до личных ресурсов моральных уродов и бедных монстриков, путь-дорога ведет нас в какой-то бункер времен Первой мировой войны, где яйцеголовые мудрейшие ученые по генной инженерии что-то там тестируют и испытывают над бедными животными. Где-то тут, в этих засранных мутантской блевотиной помещениях, сидит и мирно ждет нас Вэл, девушка, чье имя бедный парень в гавайской рубахе запомнит, видимо, еще очень надолго. И, кстати, под конец уровня мы действительно видим Вэл, которую у нас хотят прямо из рук вырвать и отвезти на вписку к дальневосточным рабочим. Однако, как оказывается, Вэл не просто девочка-журналист, а супер-мега-упер крутой агент ЦРУ. И что Джек на самом деле не просто так был взят со своей лодкой, а так и подразумевалось в принципе, что их нафиг разбомбят и он будет использован как бесплатная, однако до ужаса эффективная рабочая сила. Итог сей. Меня, вас, Джека, наеб... Bali. Валерий Константин, ЦРУ. Выполняю особое задание. Ты не могла предупредить еще в порту? Чем я заслужил это счастье? Немногие владельцы местных яхт, бывшие спецназовцы. Ты навела обо мне справки? Обычная практика ЦРУ. Когда ты знаешь, что я отошел от дел. Такие навыки не забываются. Зачем вам я? На этот остров был внедрен наш агент. Мы потеряли с ним связь почти 3 месяца назад. Джек, ты меня слышишь? Дойл? Миссия выполнена. Дойл, это Вэл. Где ты? Расскажу позже. Вам нельзя останавливаться. В паре сотен ярдов от вас находятся клетки с необученными трагинами. Выпустите их на волю. Это на некоторое время отвлечет охрану от ваших персонажей. Поняла. Необученные трайгены? А что, бывают обученные? Идем. И сейчас, узнавши всех ключевых персонажей и втянувшись с любовью в эту расписную боевикскую историю, я предлагаю сделать перерыв до следующего ролика.
стандартной традиции попрошу поставить этому видеоролику класс, подписаться на канал и написать в комментарии какую-нибудь кракозябру. Ведь мне так нравится, что я смог преподать в лучших традициях еще не объясненного человечеством жанре этот материал и смогу потешить свое самолюбие лайками и комментами.